Привет! С вами журнал Мотоэксперт, я Дмитрий Федотов, и сегодня мы в Черногории, как обычно, переехали в гору Ловчин, здесь у нас недалеко населенный пункт под названием Негуши, здесь очень-очень красиво, как вы можете заметить, и сегодня у нас на тесте очень интересный и тоже красивый мотоцикл. Встречайте, CF Moto 800 MTX. Несколько лет назад мы рассказывали про мотоцикл МТ-800, и это была бомба, это было очень круто, очень интересный аппарат. И это, мне хочется сказать, что это одна из версий, но на самом деле здесь такой объем доработок, такой объем переработанного мотоцикла, что, наверное, впору говорить о том, что это все-таки новая модель, хотя и двигатель, и рама у него с обычным 800 МТ CF Moto, они общие. Значит, что такое MTX? Вообще, зачем он нужен? В чем идея этого мотоцикла? Обычно, когда мы покупаем туристический эндуро, мы понимаем, что класс мотоциклов, вот он для путешествий, мотоцикл Dual Sport, мотоцикл двойного назначения, но в действительности у всех, у нас, у мотоциклистов потребности разные. То есть одни мотоциклисты хотят путешествовать в основном по асфальту, другие хотят, наоборот, куда-то заехать по хардкору, по оффроуду, третьи вообще за пределы города не выезжают. И мы понимаем, что задачи абсолютно разные, а класс мотоциклов как бы туда попадает примерно один. И что раньше получалось? Раньше мы покупали мотоцикл и начинали его под свои какие-то задачи допиливать, дорабатывать, устанавливать тюнинг, оригинальный, неоригинальный, обвешивать, что-то снимать, что-то добавлять, затачивать мотоцикл под себя. Так вот, сегодня мотопроизводители смекнули эту историю и начали делать мотоциклы, которые самому построить очень сложно, но при этом которые достаточно узкоспециализированные. То есть сейчас, когда я начну рассказывать, что здесь поменялось, вы поймете, насколько сложно такой мотоцикл построить под себя. И насколько здесь большой объем всего поменен, заменен и адаптирован. И этот мотоцикл в исполнении MTX, в экстремальном исполнении, а у нас еще версия Sport голая, оно создано для чего? Оно создано для путешествия по плохим дорогам, по грейдерам, по грунтам, по грунтовкам, по каким-то совсем разбитым экстремальным местностям. Этот мотоцикл в меньшей степени ориентирован на асфальт, чем 800 МТ. Этот мотоцикл все-таки создан для серьезного оффроуда. И дебютировал он сразу в двух исполнениях. У нас на тесте спорт, а еще есть исполнение туринг с 3 кофрами. Оно более такое, более увешанное и более рассчитано, наверное, на выезд на асфальт. А это исполнение вот совсем-совсем экстремальное. То есть этот мотоцикл может доехать далеко. То есть пару тысяч вы на нем легко сделаете. Но его стихия это прям вот жесткий оффроуд. Итак, давайте смотреть, что же здесь интересного. CF Moto 800 в исполнении MTX. Мотоцикл у нас, вот этот, это как бы более внедорожное исполнение обычного 800 МТ. Обычного, достаточно нового мотоцикла. Он не так давно появился на рынке, года 3 всего. Владимир Здоров его в Москве снимал. Но там шла речь про мотоцикл с колесами и подвесками как бы немножко кроссовера. А вот исполнение MTX это исполнение для вот таких дорог. То есть на асфальте на асфальте ему немножко не хватает ветрозащиты. То есть все-таки здесь маленькое стеклышко. А на асфальте все-таки с 21 колесом есть нюансы в управляемости. То есть, да, он не такой уже, не скажу, что послушный, но он более неохотно поворачивает, с ним сложнее с 21 колесом. Но вот на бездорожье, на вот таких разбитых дорогах, на грунте, на гравии, на какой-то грязи, 21 колесо это, конечно, большое благо. С ним намного комфортнее, с ним намного понятнее, с ним намного, прямо скажем, безопаснее. Вот. И так как какого-то компромисса не существует, то есть у вас все равно есть выбор. Либо вы хорошо ездите по асфальту, либо себя уверенно чувствуете на бездорожье. И вот MTX это как раз мотоцикл, созданный для тех, кому хочется в первую очередь комфортно себя чувствовать на бездорожье.
В основе этого мотоцикла лежит стальная трубчатая рама. Рама сварена очень красиво, очень интересно, из труб разного сечения, разного диаметра. Есть круглые, есть овальные, к ней же отдельно прикручивается подрамник отдельной деталью, что важно для мотоцикла внедорожного. И все это сделано максимально красиво, максимально аккуратно и максимально интересно. Очень важно, что несмотря на то, что рама здесь осталась прежней, мотоцикл стал легче. То есть если мотоцикл МТ-800 базовый весил 209, в сухом состоянии весит, то этот мотоцикл сухая масса его составляет 195 килограммов. То есть он стал легче. Помимо этого увеличился объем топливного бака. Теперь сюда влезает 22,5 литра, то есть 22,5 литров. И это еще не все. Очень важно, что здесь вообще другой бак. Он принципиально отличается. И на самом деле в лучшую сторону, потому что сделали инженеры? Инженеры наш топливный бак опустили, посмотрите, куда вниз. То есть у нас одновременно и топливо на борту стало больше, и топливо это размещено ниже, а соответственно ниже и центр тяжести. Выглядит все это вот по ощущениям с водительского места, как будто у тебя немножко здесь оппозитный мотор, как будто у тебя немножко вот цилиндры у гуся торчат. Но на самом деле бак ногам совершенно не мешает. То есть инженеры подумали, как сделать, чтобы ноги у нас вот об эти места не бились, и они немножко утянуты вперед. При этом очень низкий центр тяжести. Мотоцикл, вот 195 сухая, 22 литра прибавляем топлива, 22,5. Но за счет того, что все это очень низко, центр тяжести низкий, мотоцикл кажется довольно легким. Я не скажу, что прям пушинка, все-таки это большой мотоцикл, это почти литровый мотоцикл, это мощный мотоцикл. Но вот по меркам класса он не тяжелый, и это очень классно. Мотоцикл у нас с очень низким центром тяжести, и при этом выглядит максимально интересно. То есть сверху у нас здесь мотоцикла много, здесь большой обтекатель. Большими пластиковыми панелями закрыто пространство за фарой, пространство вокруг траверса. Все это прям аккуратно отделано, все это выглядит очень интересно, солидно, современно и прям приятно. То есть ты за рулем сидишь и чувствуешь, что мотоцикла много. Снизу вот этот бак свисает, и тоже это добавляет ощущение того, что мотоцикл большой, серьезный. При этом талия у него очень-очень узенькая. И это хорошо с точки зрения доставания ногами до земли, потому что когда у нас мотоцикл узенький в этом месте, нам легче доставать ногами. А во-вторых, это довольно удобно, когда мы ездим в стойке, то есть, соответственно, мы мотоцикл вот здесь, в этих местах зажимаем коленками, и нам довольно легко его контролировать и на нем себя фиксировать. Плюс за счет того, что здесь он тоже довольно узенький, намного комфортнее перемещаться вперед-назад на каком-то сложном бездорожье. Седло, кстати, здесь поменялось. То есть на 800 МТ седло сделано из двух отдельных частей. Отдельная подушка для пилота, отдельная подушка для пассажира. На 800 МТX седло сделано одной деталью, одной подушкой. И опять же, это у нас такая отсылка к тому, что этот мотоцикл все-таки больше для пилота. Пассажир здесь предусмотрен, пассажирские подножки здесь есть. Но все-таки это седло сделано в первую очередь для одиночных поездок, для пилота, который активно перемещается, активно работает корпусом, загружает то переднюю, то заднюю подвеску, постоянно переносит вес. И здесь это сделано все для этого. И очень важно, что по седлу мотоцикл стал повыше. То есть в исполнении 800 МТ седло было 825, здесь седло 870. То есть оно довольно-таки высокое, и даже для меня седло с ростом 195 сантиметров не экстремально высокое, но я чувствую, что мотоцикл высокий. Это важная особенность, про которую нужно сказать, потому что если у вас рост 1,60 м, вам на этом мотоцикле будет немножко тяжеловато доставать ногами до земли. Классно. И вот он весь плотненький, плотные подвески, плотная сидушка. Он какой-то весь вот очень-очень спортивный, очень внедорожный и очень сделан для тех, кто любит наваливать. То есть вот для каких-то расслабленных путешествий, может быть, хочется мотоцикл помягче. И тут подвески полностью регулируемые, то есть это все можно сделать, опять же, покрутить, сделать его более диванообразным. Но вот по умолчанию этот мотоцикл,
он именно про быструю езду по бездорожью. Вообще высота по седлу выросла не просто так. Дело в том, что сам мотоцикл стал выше и по ряду причин. Во-первых, на 800 МТ колеса стояли, скажем так, универсальные. То есть колеса, рассчитанные и для больших пробегов по асфальту, и для бездорожья. Сзади там стояло 17-дюймовое колесо, спереди 19-дюймовое колесо. На MTX колеса другие. Здесь у нас сзади стоит колесо на 18 дюймов, а переднее 21 дюйм, и они уже с завода обуты в довольно злобную шашку, в такой рисунок, который на нем можно ездить по асфальту. Но в первую очередь этот рисунок, эти шины созданы вот для таких покрытий, для камней, для грязи, для чего-то не очень твердого и не очень стабильного. Колеса спецованные и бескамерные, причем бескамерность у них интересная. То есть обычно сейчас как колеса спецуют? Куда-нибудь в край обода выводят спицы, а здесь спицы приходят по старинке в центр, но сами гаечки этих спиц, как я понимаю, сделаны герметичными, поэтому колеса здесь выглядят как будто камерные, но на самом деле они бескамерные. Больше того, здесь есть датчики давления в колесах, и датчики давления в колесах довольно современные. Во-первых, они показывают помимо давления еще и температуру шин, что важно, а во-вторых, ну это скорее анекдот. Они давление в колесах показывают с двумя знаками после запятой, то есть, условно говоря, там 2,35, 2,16. Зачем нужны округления до двух знаков, а не до одного, при том, что давление просто по мере нагрева шин может скакать на 1/10 атмосферы легко. И зачем вот такое уточнение, для меня, честно говоря, загадка, почему они не до 3 знаков решили округлить. Но окей, допустим, это фишка, допустим, они посчитали, что это важно, хотя, на мой взгляд, too much, это чересчур. Вот, в остальном интересно, классно, все сделано очень аккуратно, очень красиво, и сами обода выглядят, ну, прямо скажем, довольно-таки увесистыми, массивными, и хочется верить, что надежными. Что еще? Еще у нас здесь вырос дорожный просвет, причем дорожный просвет вырос прям радикально. Если на МТшке 800 на обычной он составляет 190 миллиметров, то здесь у нас от самой нижней точки мотоцикла до поверхности аж 25 сантиметров, 250 миллиметров. Это очень и очень круто, это много. И еще к этому нужно добавить, что мотоцикл снизу весь очень хорошо защищен. То есть сейчас я вам покажу, как это все работает. То есть что из себя представляет защита нижней части мотоцикла? Во-первых, снизу у нас здесь прям массивная, огромная панель, экран, не знаю, как это назвать, алюминиевая, металлическая, которая защищает весь низ мотоцикла, весь двигатель, все снизу. И очень важно, что она сделана в виде такого корыта, то есть она довольно-таки гладкая. Соответственно, если мы где-то хотим перелезть через бревно, через какой-то камень, у нас здесь ничего не будет цепляться, мы будем этой штукой просто соскальзывать. Это очень хорошо, то есть шанс вывесить мотоцикл вот на брюхе, на бревне, двумя колесами, торчащими кверху, этот шанс довольно маленький. Мне очень нравится, как это все сделано, и очень интересное решение. Вот эта защита, обратите внимание, она переходит в защиту в пластиковую. Вот эти черные детали, это уже пластик. И эти пластиковые элементы у нас защищают топливный бак от царапин. То есть, разумеется, когда мы падаем, и обратите внимание, здесь нет дуг на этом мотоцикле, мы падаем на бензобак. Бензобак наш изначально создан таким образом, чтобы на нем царапины были мало заметны. У меня такое чувство, что этот пластик вообще окрашен в массе. То есть царапин на нем, ну, скорее всего, не будет видно. Скорее всего, он черный внутри, то есть поцарапали, ну, черное на черном, неаккуратно, но в целом, как бы, ничего страшного. Он мягкий, он падение отрабатывает как такая подушка. И вот эта подушка бензобака у нас еще дополнительно закрыта пластиковым щиточком, чтобы уж наверняка мы с ним ничего не сделали, никак его не повредили. А если уж и случится его поцарапать, то поцарапаем мы вот эти вот щиточки, которые недолго и несложно поменять. Сколько здесь? Раз, два, три, ну, может быть, 4 болта, новые щиточки. Все классно. То есть этому мотоциклу даже дуги, ну, может быть, кто-то их и поставит, но я не считаю, что они здесь прям необходимы. Подвески.
Сзади двусторонний алюминиевый маятник с моноамортизатором. Он работает без рычагов прогрессии, то есть он к моноамортизатору крепится напрямую. И моноамортизатор у нас полностью регулируемый. Полностью регулируемая и передняя подвеска, которая здесь новая. Здесь у нас стоит телескопическая вилка перевернутого типа с очень толстыми трубами и ходом 230 миллиметров. То есть ход здесь прям-таки, скажем, внушительный. Вилка с полным набором регулировок. И обратите внимание, это очень-очень важно, где у нас расположено переднее крыло. Переднее крыло у нас расположено высоко, и это не прихоть дизайнеров. Дело в том, что лучше всего на асфальте работает крыло низкое, которое у нас расположено вот здесь. И если обратить внимание, вот на этих щиточках, которые защищают хромированные поверхности труб, здесь даже есть отверстие для крепления крыла нижнего. Но его здесь нет. Почему? Это не прихоть дизайнеров, это не попытка сделать, чтобы мотоцикл выглядел. Дело в том, что когда мы едем по жидкой грязи, у нас на колесе набирается валик грязи. И если у нас крыло низкое, у нас в этом валике грязи колесо просто блокируется, и мы не можем никуда ехать, пока мы не снимем это крыло. С верхним крылом такой проблемы в принципе нет, поэтому оно здесь такое. То есть это не какое-то дизайнерское решение, это абсолютно практичная история. Мне кажется, что она неплохо смотрится, но кто-то может поспорить. Но главное понимать, что это именно функционал. Это не про то, как мотоцикл выглядит. К слову, оперение здесь вообще все новое. То есть вся пластика, вся эстетика вот этих боковых облицовок, она пересмотрена. Визуально мотоцикл стал более стремительный, более легкий, более спортивный и более интересный. Вот общее у этих мотоциклов осталось это вот эта вот роскошная светодиодная фара. Очень интересная, с обратным наклоном, с такой полосочкой, галочкой ходового огня. Максимально красиво, максимально стильно. Я обожаю эту фару. И они решили ее не менять, они ее сохранили здесь в том же виде. Все остальное, как мне кажется, новое. Так, ну и помимо прочего у нас здесь установлен рулевой демпфер. Рулевой демпфер гидравлический, механический, ничего в нем электронного нет. И, слава богу, надежней будет работать. Что касается тормозных механизмов, то здесь все сделано с большим запасом, точно так же, как на МТ-800. Здесь сзади стоит двухпоршневая плавающая скоба, спереди пара четырехпоршневых радиальных суппортов с радиальными креплениями от испанской компании J-Juan. То есть тормозные компоненты европейские, очень-очень добротные. Компания SafeMoto использует компоненты тормозных систем этого поставщика уже много-много лет, и я ни разу не слышал, чтобы какие-то нарекания к ним были. Разумеется, все это работает вместе с армированными тормозными магистралями и под присмотром современной системы ABS. Поеду потихонечку, в надежде, что что-то будет слышно, но стеклышко низкое, поэтому шлем дует и подшумливает. Не суть. Значит, самое главное по управляемости на асфальте. Все довольно остренько, все довольно приятно. 21 колесо, конечно, накладывает определенный отпечаток, это нужно учитывать. Оно большое и оно узкое, и есть некоторые особенности в связи с этим. Плюс мотоцикл одет в злую резину зубастую, на которой он капельку-капельку, я не скажу, что плывет, но чуточку смазанный. То есть на асфальтовых шинах он был бы намного острее и интересней. И тем не менее, что мне здесь нравится? Нравится плотность подвесок. Подвески просто замечательные. Они, с одной стороны, упругие, прям плотные, прям мелочь чувствуешь всю. С другой стороны, когда ты на хорошем торможении нажимаешь тормоза, и вилка, ты прям чувствуешь, как она сжимается, и она не проваливается, он не клюет носом. То есть настройки такие спортивные, жесткие на грани с плотностью, приятно, не раздражает. То есть это не Кове 800, например, на котором, ну типа подвески как будто просто не работают. Здесь подвески плотные, но они при этом работоспособные, просто они настроены прям под совсем жесть. Опять же, они полностью регулируемые, то есть можно подотпустить, сделать их значительно мягче, но тогда капельку пропадет смысл в них. Потому что назначение мотоцикла это все-таки
плохие дороги. И главное в этих подвесках то, что их не будет нигде пробивать. Ни в каких ямах, ни в каких выбоинах асфальта, ни на каких камнях. Подвеска очень энергоемкая. И развязывать и распускать подвески, ну, мне не хочется. Мне нравится то, как это работает сейчас. Он замечательно себя ведет в дуге. Он прогнозируемый, он понятный. У него такая нейтральная поворачиваемость в сторону недостаточности. То есть его надо немножко заправлять, но скорее нейтрально. То есть надо подзаправлять внутрь, но без больших усилий. То есть он такой правильный по своим повадкам середнячок. Он и не сам падает в поворот, и не прям едет прямо-прямо. Он дает себя повернуть, он дает себя заложить. Вот, и на самом деле, когда привыкаешь к нему, прям получаешь удовольствие. Он отлично рулится, он очень послушный, понятный и кайфовый. Все нравится. На некоторых оборотах чувствуется немножко зуд на подножках, это по вибрациям, но это все. То есть он супер комфортный, он супер правильно сделанный по эргономике, по тому, как он весь продуман, придуман. Что еще? Еще тормоза замечательные, тормоза приятные, с большим запасом здесь тормозов. Они очень хорошо работают, они очень отзывчивые, они очень прозрачные, очень прогнозируемые. И про тормоза могу только хорошего рассказать. Двигатель. Двигатель здесь известный по мотоциклам КТМ, известный по МТ-800, 800 МТ вернее. Это два цилиндра в ряд, 799 кубических сантиметров, 4 клапана на цилиндр, 2 распредвала с сцепным приводом и поперечное расположение. Шестиступенчатая коробка передач, многодисковое сцепление в масляной ванне с тросовым выжимом, прям классика. И выдает наш мотор 91 лошадиную силу в пике. На этом, в принципе, можно было бы рассказ про этот мотор закончить. Но есть очень важные особенности, которые появились на MTX. Выдает наш мотор 91 лошадиную силу в пике, как и на 800 МТ, но есть одна очень важная особенность. Настройки пересмотрели, переработали, поставили новые топливные карты, загрузили, и теперь 91 лошадиная сила, то же самое пиковое значение, но доступны они на 1000 оборотов раньше. Доступна эта мощность на 8250 оборотов. То есть мотор остался довольно-таки верховым, у него все еще основная мощность на середине диапазона работы тахометра и ближе к красной зоне, но теперь она доступна пораньше. То же самое у нас случилось с пиковым крутящим моментом, который теперь доступен на 6750 оборотов, то есть уже в середине, и сам пиковый крутящий момент вырос. То есть на 800 МТ это было 75 ньютон-метров, а теперь целых 87 ньютон-метров. То есть мотор стал, вот этот пиковый диапазон мощности, пиковый диапазон крутящего момента, его сдвинули ближе к середине. То есть мотор, с одной стороны, стал мощнее, но мощнее в нюансах, а то, что эта мощность доступна раньше, это очень-очень важно, особенно для тех, кто ездит по оффроуду, где мотор крутить, ну, как бы не всегда хочется, не всегда можно, особенно если у вас там радиатор залип грязью, и вот вы не можете постоянно ехать в красной зоне. Так вот, здесь мотор крутить нужно меньше, и это очень важно. Ездить комфортнее, то есть вам ни на каких покрытиях, ни на асфальте, ни на оффроуде не нужно выкручивать мотор уж совсем до красной зоны. Вы это можете делать, как и прежде, но теперь в этом такой необходимости нет. Меньше обороты, меньше расход топлива. И еще одна очень интересная особенность. Вот топливный бак с двух сторон, он у нас немножечко закрывает мотор, закрывает головку блока, закрывает цилиндр. И закрывает он не только от каких-то повреждений, от грязи, он еще и работает как звукоизоляция. То есть здесь мотор, он по конструкции это тот же самый, а работает значительно тише за счет того, что здесь он закрыт емкостями с топливом. Это работает как такой звуковой экран. И это прям тоже такое интересное ощущение от мотоцикла, потому что выпуск ты слышишь, глушитель работает, звук хороший, сочный, но не громкий, а вот звук работы мотора, а современные моторы, особенно с КТМовскими корнями, они довольно-таки шумные. Так вот здесь он поразительно тихо работает вот в этой части. И это интересная фишка, которой мало кто может
похвастаться. Мне это нравится. Что касается электроники этого мотора, здесь у нас есть инжектор, электронная дроссельная заслонка, а вернее две электронных дроссельных заслонки и возможность выбора режима работы мотора. Их здесь три. Есть режим дождевой, есть стандартный и есть внедорожный. Разумеется, здесь есть traction контроль, причем traction контроль отключаемый, и есть у нас здесь квикшифтер. И что тоже интересно, квикшифтер отключаемый. Зачем это сделано, для меня загадка, но это сделать можно, причем довольно удобно, прямо с кнопочки на пульте. И, собственно, на этом электроника заканчивается. То есть каких-то усложнений здесь нет. Круиз-контроль еще есть и система ABS. То есть все необходимое есть, а каких-то лишних наворотов, усложнений нет. То есть минимальный джентльменский набор, которого вам будет достаточно и в путешествиях по асфальту, и в путешествиях по бездорожью. Ну, вот плюс отключаемый квикшифтер. Зачем это нужно, для меня загадка, но они эту функцию поставили, видимо, потому что могли это сделать. И здесь тоже надо сказать, вот мотор замечательный, мотор очень тяговитый, очень тихий, очень комфортный, не очень вибрирующий, не очень гремящий и прям кайф. Хотя мотор-то здесь КТМовский, мотор-то унифицирован с КТМом сильно, у него очень много общих деталей с КТМ, и делают его в одном и том же цеху завода CF Moto вместе с КТМом. Вот. Но КТМовский мотор как будто гремит-то больше. А в чем прикол? Прикол в том, что здесь бак закрывает мотор со всех сторон, и он же служит как звукоизоляция. То есть мотор с водительского места кажется тише за счет того, что его прикрывает бак. Это очень интересная особенность, и это прям прикольно. Вот. Больше слышишь глушитель, а не мотор. И глушитель здесь хоть и тихий, но довольно приятный. Вот. Вторая история — это то, как мотор настроили. А настроили его немножко для бездорожья, а немножко его просто улучшили тот софт, который был. Соответственно, пиковая мощность у нас на 6250 он выдает оборотов 91 лошадиную силу пиковую. То есть в середине шкалы тахометра у нас уже пиковая мощность, а пиковый крутящий момент наступает еще раньше, и момент там прям хорошо добавили. То есть на вот таких вот маленьких дорожках можно на самом деле включать вторую и ехать как на вариаторе. То есть вообще забыв про коробку передач, про сцепление. Мотор очень эластичный, мотор очень отзывчивый, очень хорошо реагирует на рукоятку газа, очень следует за ней. Вот, и мне очень нравится. Мотор и был хороший, но они сделали его еще лучше. И как-то вот так сошлось, что мотор у меня прям слюни текут, до чего он хорошо получился. Хорошо получилась и коробка передач. Вот сейчас АБС-ка отработала. Хорошо получилась и коробка передач. Очень четкая. Может быть, мне хотелось бы чуточку больше усилия на педали, но вот совсем чуть-чуть. То есть сейчас хорошо, но можно было бы сделать еще лучше. Есть у нас здесь и двусторонний квикшифтер. Квикшифтер я хотел бы переделать. Почему? Все дело в его настройках. Вот чувствительность этого квикшифтера слишком высокая. А если мы переключаемся как роботы, то есть коснулись рычага, моментально его двинули и дальше едем, все классно. Но вот у меня, допустим, бывает, я думаю, что не только у меня, моменты задумчивости, когда я ищу момент, когда бы мне включить передачу, когда я касаюсь мыском рычага, чтобы просто его почувствовать, нащупать. Вот, я не переключаю передачу, я еще никаких усилий к нему не прикладываю, я только его коснулся. И на обычных мотоциклах с более жесткими рычагами и другими настройками квикшифтера это все совершенно нормально. Так вот, здесь моя привычка нащупать рычаг и его коснуться, сенсор уже это чувствует и уже отрубает мотор. В итоге получается немножко дергано. Опять же, все работает хорошо, просто вот привычка потрогать рычаг, здесь от нее нужно отказываться. И я повторюсь, это вот моя история, не знаю, есть ли она у всех в таком же виде. И вот, собственно, вот те условия, где наша комплектация MTX вообще нужна. Вот такие дороги, сложные,
без ровного покрытия, с гравием, с землей, с разбитым асфальтом, с какой-то грязью раскисшей, с ямами. Вот здесь везде наше 21 колесо, это вот то, что Докер прописал. И вообще MTX это как раз мотоцикл вот для такой дороги, то есть для тех, кто преимущественно по ним ездит, и для тех, кто вот любит, умеет, практикует. И здесь на самом деле я вот осторожничаю, а умеючи-то здесь можно ехать намного быстрее, ну, с поправкой на то, что в лоб может кто-нибудь выехать. Вот. А так мотоцикл это позволяет делать, и он, собственно, и создан вот как раз для этого, не для асфальта, хотя на асфальте он тоже кое-что может. Вот, мне на асфальте в нем не понравилось, опять же, вот 21 колесо, которое здесь идеально в этих условиях работает. На асфальте с ним мотоцикл более... Ну, к нему нужно прикладывать больше усилий, чтобы его наклонить. Он еще на резине, на шашке, то есть он еще не такой прозрачный в плане управляемости. Относительно себя же с 19-м колесом, да, на асфальтовой резине. Вот, и это все-таки комплектация изначально, которая идет для настоящих таких матерых путешественников. То есть раньше, да, надо было брать мотоцикл в исполнении Adventure, как-то его под себя там допиливать, а здесь уже все допилено. То есть это вот прям самый настоящий правильный Adventure. И он прям отличается. Он отличается ветрозащитой, да, она здесь поменьше. И мы понимаем, что на асфальте, когда мы едем долго по прямой дороге, нам нужно от ветра закрываться, от дождя, от всего прятаться. Когда мы едем по бездорожью, а это подразумевает то, что едем мы достаточно активно, достаточно шустро, и много усилий прикладываем на мотоцикле, ну вот, когда нам нужно много поворачивать, много работать корпусом, свешиваться, ехать в стойке, вот это все, нам там ветрозащита не совсем нужна, потому что нам самим-то жарко, нам самим надо как-то охлаждаться, и нас должно обдувать. И вот это обдувающее здесь есть. Здесь еще ветровое стекло регулируется, можно его сделать выше-ниже. Но в целом, вот он сделан, это здесь не слабая ветрозащита, да, потому что на обычном МТ, на 800-ке, там ветрозащита отличная. Вот, а здесь она осознанно сделана меньше для того, чтобы нам, тем, кто ездит активно по таким вот пампасам, не было жарко, чтобы у нас была возможность нас обдувать. Так, высота по седлу нашего мотоцикла 870 миллиметров. Во мне 195, но вот у нас здесь не очень ровная поверхность. Немножечко мотоцикл стоит под наклоном, сама поверхность под наклоном, но я двумя ногами достаю. Нога у меня не на мыске, нога плотно стоит на поверхности, но мне, честно говоря, высоко. То есть мотоцикл высокий. И это нужно учитывать. 195 сантиметров. Нога, ну вот почти в колене не согнута. Нога почти прямая, стопа стоит горизонтально. То есть, если у вас рост, допустим, 175, вы уже на мысочках будете доставать. Это нужно учитывать. В остальном здесь довольно удобно. Мне очень нравится, как оформлено вообще водительское место, как это все выглядит. Мне очень нравятся вот эти пластиковые облицовки. Мне нравится, что все вокруг траверса, вокруг вилки закрыто. И это не только хорошо с точки зрения эстетики и какой-то законченности мотоцикла, какой-то его продуманности. Это еще и хорошо с точки зрения мойки. Когда у вас здесь все будет в грязи, вы керхером будете лупить не по проводам, не по какой-то электронике, а у вас все это чистое, и отмывать вы будете только эти пластиковые элементы, облицовки, как и должно быть. Что еще? Еще у нас здесь огромная виртуальная комбинация приборов. Слева от нее стоит USB разъем, защищенный резиновой крышечкой. Там есть Type-C и там есть классический большой разъем USB. Что касается приборной панели, она супер информативная, супер понятная. Здесь очень много разной информации. Здесь наши датчики давления в колесах с двумя знаками после запятой, указатель уровня топлива, температуры, зарядки аккумулятора, температуры в шинах, одометр, пробеги общий, суточный, полный набор контрольных ламп, включенная передача, информация о круиз-контроле. Короче, вообще все, что вам нужно знать про этот мотоцикл, здесь все есть. Указатель уровня топлива, который начинает считать только вторую половину бака.
То есть пока у вас до половины бака дело не дошло, указатель уровня топлива вам пишет, что бак полный. К счастью, по крайней мере, инженеры об этом подумали и написали, что это все-таки 1/2. То есть на приборной панели вам говорят, что бак не полный, у вас больше половины бака. Наверное, они рассуждали так, что коль скоро бак 22 литра, высосать его будет настолько непросто до конца, что информация, что у вас больше половины бака, это в принципе достаточная информация. Вот. Все символы довольно мелкие. На такой большой приборной панели, на таком большом экране, мне их, честно говоря, хотелось бы увеличить. Сейчас, окей, они читаются, но мне приходится чуть больше, чем нужно, отвлекаться от дороги, чтобы, с непривычки найти их и разглядеть эти маленькие циферки. Это при том, что со зрением у меня все более-менее. Что еще? Еще у нас здесь есть ветровое стекло. Ветровое стекло маленькое, но ничего не мешает поставить побольше, если такая необходимость есть. И у него очень удобная механическая регулировка, гайки, барашки. Никакой электроники, ломаться здесь практически нечему. Что касается пультов, правый пульт максимально простой. Здесь у нас кнопка аварийки, кнопка запуска мотора, kill switch. Больше ничего. А левый пульт, он уже сложный. Здесь у нас управление круиз-контролем. Здесь у нас кнопочки для навигации по меню приборной панели. Помимо этого, в настройках приборной панели мы можем выбирать, это будет автоматическое переключение между белым и черным фоном, ночным и дневным, либо мы можем зафиксировать белый или черный фон, какой нам нравится. Можем настраивать приборную панель, в чем у нас будут километры, мили. Можем синхронизировать нашу приборную панель не только с телефоном, но еще и с двумя переговорными устройствами в двух шлемах. Можем настраивать информацию, которая отображается у нас на приборной панели, настраивать яркость, ну и язык. В общем, функционал здесь неимоверно широкий, неимоверно большое меню, и здесь прям можно долго посидеть, поковыряться, настроить ее под себя, и это прям вот будущее. То есть вот скоро 5-10 лет, и вот такие приборные панели с такими мультимедийными системами, с такими глубокими сложными меню, они будут на всех мотоциклах. Здесь классно, здесь приятно, руки защищены щиточками, щиточки пластиковые, без металлических усилителей, и тем не менее их вполне себе достаточно. Руки они от ветра закрывают, рычаги я вот не уверен, что спасут при падении. Все-таки для падения нужны с какими-то металлическими усилениями. Это все-таки больше защита от ветра, от непогоды, чем от поломок рычагов. И все-таки хорошо, что они здесь есть. Плюс мотоцикл с ними выглядит интереснее. Замечательные зеркала, очень добротные, с хорошей обзорностью. Вот прям не дать не взять. Мне в них все нравится. Сидеть удобно, руль широкий. Единственное, он, конечно, близковато немножко к пилоту. Это немножечко, не скажу, что непривычно. Сейчас много кто так делает, но мне бы, может быть, было комфортнее. Я большой, у меня руки чуточки длиннее нормы, и мне было бы комфортнее, если бы руль все-таки был немножко дальше от меня. Вот. И было бы мне комфортнее, если подножечки были все-таки немножко пониже, потому что сейчас у меня ноги согнуты в коленях. Я не скажу, что слишком сильно, но больше, чем мне хотелось бы от туристического эндуро, в седле которого нужно проводить, бывает, по несколько суток к ряду. Вот. А так, в целом, комфортно. Седло довольно-таки жесткое. И хорошо, что CF-мотовцы не пошли на поводу у всяких маньяков, у всяких прям эндуристов, и не сделали седло совсем узким. То есть оно заужено у талии. Талия мотоцикла прям реально узкая. Удобно ехать в стойке, удобно его хватать ногами, удобно стоять, потому что он все-таки довольно высокий. Но при этом вот у меня под задницей есть нормальная подушка. Она плотная, она довольно жесткая даже, но она широкая. То есть у меня нет такого, что у меня сиденье проваливается между половинок задницы. И это очень круто. Вот. И плюс хорошо, что сделали сиденье одинарным. Понятно, что для пассажира это может быть не так комфортно, как на 800 МТ просто. Вот. Но для пилота, когда ты можешь, во-первых, оттянуться, когда тебе надо легко,
отодвинуться назад, на больших перегонах можно пересесть и можно двигаться по седлу, то есть у тебя здесь не одна посадка, а целый диапазон посадок. И подумали о пилоте и опять же подумали о том, как этот мотоцикл будет эксплуатироваться по тяжелым дорожным условиям. Молодцы. Значит, по узким дорожкам здесь как раз вот то, что обдувает очень хорошо, потому что не так жарко. Больших скоростей нет, чтобы обдуло и сдуло жар с меня. А вот здесь я даже, может быть, стеклышко попозже немножко еще опущу. Благо это можно сделать прямо на ходу. Вот. И пусть бы меня обдувало, и пусть бы я охлаждался. Замечательно. И очень важно отметить приборная панель. Вот сейчас солнце лупит в нее. Прям яркое солнце. Хорошее такое летнее черногорское солнце. И при этом она идеально читаема. Она, вот видно все до последней буковки. Вот. И это не отменяет того, что буковки мне бы хотелось на ней символы сделать покрупнее. Все, что можно сделать мелким, они здесь сделали мелким. Крупная здесь только скорость. И чуточку крупнее, чуточку мельче выбранная передача. Но все остальное, это, знаете, как вот этот стенд для проверки зрения. То есть, если у человека хоть чуть-чуть, вот нижнюю строчку он не может прочитать, уже с этой приборкой начнутся сложности, потому что здесь нижняя строчка с самым мелким шрифтом все-таки есть. Но основная информация читается, основная информация доступна, удобно расположена, все классно, кроме мелких символов. Раздражают маленькие пиктограммки контрольных ламп. То есть отдельно контрольных ламп здесь нет. Вот сейчас вы видите, дальний свет включен, а он включен. Вот найдите эту иконку на приборке. И здесь проблема с пультом, то что я постоянно пальцем указательным задеваю этот выключатель и постоянно случайно включаю дальний свет. И постоянно с ним еду. И мне немножко стыдно, я немножко раздражаюсь, ничего с этим сделать не могу. В остальном супер удобно. Мне нравится, как здесь работает круиз-контроль. Мне нравится вот это механизм его включения, механизм управления кнопочек, подсмотренный у компании BMW. Вот, очень похожий алгоритм, такой же флажок, двинули флажок, и после этого у нас круиз готов к активации. И кнопочки есть плюс-минус, как у всех, и вот одно нажатие на кнопочку, это не 1 километр, а 2 километра, либо в плюс, либо в минус. Вот такой шаг, и к этому нужно привыкать. Я не скажу, что это недостаток, это такая особенность. С одной стороны, удобно, что ее не надо миллион раз тыкать, с другой стороны, ну вот есть же люди, которым принципиально, чтобы у них на спидометре было 60, а не 59 и не 61. И вот их это будет немножко подбешивать. Вот. И еще мне такая особенность, я не знаю, как это сказать. Здесь есть клавиша на пульте, нажимая которую мы попадаем в такое маленькое меню, в котором мы можем прямо на ходу выбрать резкость приборной панели, отключить Traction Control и отключить квикшифтер. Зачем отключать квикшифтер, для меня прям загадка. Вот. Но могли и сделали, почему нет? Так, подводя итог. Я вообще начал это видео с мысли о том, что мы покупаем, когда себе мотоцикл, мы его пытаемся тюнингом, какими-то доработками, переделками заточить под свои надобности. И вот CF-Moto 800 MTX это мотоцикл, который на заводе уже заточили для очень узких условий. Для каких? Для жесткого, серьезного бездорожья. То есть этот мотоцикл по асфальту ездить может. Вы на нем спокойно проедете и 1000, и 1500, и 2 километров до своего бездорожья. Но раскроется он полностью именно вот совсем в сложных условиях. На грунтах, на грейдерах, в каких-то степях, в пустынях, в каких-то болотах. Вот там вы поймете кайф этого мотоцикла. А на дороге он все-таки будет немножко уступать на асфальте 800 МТ. Очень важно понимать, что это мотоциклы прям абсолютно разные. Здесь объем переделок и объем доработок заводских таков, что впору говорить не о каком-то отдельном исполнении, а впору говорить о абсолютно самостоятельной модели. Она в чем-то унифицирована с 800 МТ. Вот смотришь на название, есть 800 МТ, есть 800 МТX, как будто это отдельное исполнение. Но количество доработок, переработок,
переосмысление таково, что это прям отдельный мотоцикл, и с 800 МТ у них есть просто общие детали, но это абсолютно самостоятельный мотоцикл. Он высокий, у него высокий дорожный просвет, у него длинноходные подвески, у него реально внедорожные колеса, у него большой бак, при этом он легче, при этом у него ниже центр тяжести, у него полностью переосмыслена ветрозащита, то есть она меньше, чем на 800 МТ. И этот мотоцикл, их даже сравнивать нельзя. То есть если ваши путешествия это в основном асфальт и более-менее дороги, может быть не всегда с хорошим асфальтом, но дороги, то это 800 МТ. Если ваши путешествия это какие-то степи, какие-то леса, какой-то прям экстремальный оффроуд, вы хотите заехать на Памир, то ваш выбор это мотоцикл CF-Moto 800 MTX. Это прям самостоятельная и очень интересная машина. На этом все. Спасибо компании Ride Road Montenegro за помощь в подготовке этого материала. Передаю привет компании AVM Trade российской, дистрибьютору CF-Moto на российском рынке. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не забывайте оставлять комментарии. С вами был Дмитрий Федотов и журнал Мотоэксперт. До скорого!